Профессор Татьяна Черниговская – один из самых цитируемых российских специалистов в области нейронаук, психолингвистики и философии сознания. Она – доктор биологических наук, академик РАО, автор более 300 научных публикаций. Ее исследования касаются фундаментальных тем, как рождается сознание, где заканчивается язык и начинается мышление, и что вообще значит быть человеком. В одном из интервью Черниговская прямо заявила: «Сознание — это вещь, которую мы пока не можем ни измерить, ни по-настоящему описать. Мы даже не знаем, где оно находится. И это означает, что о его исчезновении говорить преждевременно». Она подчеркивает, наука до сих пор не дала точного ответа, что происходит с сознанием после смерти тела. Да, фиксируются нейрофизиологические реакции, активность мозга, фаза умирания, но момент исчезновения личности — абсолютная загадка. Наука не значит всезнание. Наука честно должна признать, где она не знает, говорит Черниговская. Она не поддерживает религиозные учения, но и атеизм считает позицией не менее догматической. Невозможно доказать, что Бога нет, это так же недоказуемо, как и его существование, говорила она в лекциях. Именно поэтому Черниговская предпочитает оставаться в позиции наблюдателя и исследователя, не ставя точек там, где не пройдена дорога. Отвечая на вопросы загробной жизни, она подчеркнула: мы не имеем права ничего утверждать. Мы не знаем. И пока не знаем, лучше относиться к этому с уважением и интересом. Это не призыв верить, а научная честность, не отвергать, потому что это не укладывается в рамки. Такое признание для ученого уровня Черниговской — не слабость, а сила. Ее позиция принципиальна: сознание — не просто результат электрических импульсов в мозге. Оно — нечто большее, возможно, отдельная реальность, которая лишь временно привязана к телу. Она не утверждает существование души, но признает: если она есть, то наука пока не в силах ее обнаружить, но и не вправе отбрасывать эту гипотезу. Она призывает к дисциплинированному мышлению. Настоящая наука не кричит: этого быть не может. Настоящая наука говорит: я пока не знаю. В этих словах ключ ко всему разговору о жизни и смерти, о душе, о Боге. Черниговская предлагает рассматривать смерть не как точку, а как потенциальный переход, о механизмах которого нам ничего не известно. Она делает акцент на границах нашего восприятия. Возможно, мы вообще не имеем доступа ко всем слоям реальности. Сознание, по ее мнению, может быть квантовым или многоуровневым процессом, не зависящим исключительно от мозга. Эта идея звучит не как мистика, а как гипотеза, достойная научного рассмотрения. Также Черниговская указывает на ключевую проблему: язык науки ограничен. Мы говорим о явлениях, которые не можем описать словами, потому что у нас нет словарного аппарата. Язык не тянет, говорит она, объясняя, почему многие вещи остаются за кадром науки. Она подчеркивает: нейронаука слишком молода, чтобы делать глобальные выводы. Мы только начали разбираться в устройстве мозга, а уже хотим окончательно понять, что такое сознание, душа и смерть. Такой подход она называет интеллектуальным бахвальством, когда наука притворяется всемогущей. Интересно, что, несмотря на свою академическую строгость, Черниговская открыто признает: тема смерти личностная, а не только научная. Она говорит, что каждый человек чувствует, что в нем есть нечто большее, чем просто тело и разум. И наука должна учитывать это ощущение, а не игнорировать. Наталья Петровна Бехтерева, доктор медицинских наук, академик РАН, выдающийся нейрофизиолог, посвятившая десятилетия исследованию человеческого мозга. Она руководила Институтом мозга человека, была одним из ключевых ученых в мире в области нейрофизиологии.
Несмотря на свою принадлежность к научному мышлению, она не отрицала существование души. Бехтерева открыто говорила, что в ряде исследований сталкивалась с феноменами, не поддающимися объяснению. В одном из интервью она сказала: «Есть вещи, которые не могут быть объяснены никакими нейронными связями. И я не могу отвергнуть существование чего-то, что выходит за рамки мозга». Татьяна Черниговская не раз встречалась с Натальей Петровной, особенно в последние годы ее жизни. Они общались не только как коллеги, но и как люди, озабоченные главным, что остается от человека после его физического конца. В одной из таких встреч Бехтерева неожиданно призналась: «Я чувствую, что что-то будет. Ум не может исчезнуть просто так». Эта фраза произвела на Черниговскую сильнейшее впечатление. Она не услышала в ней религиозного подтекста, но почувствовала, за словами скрывается реальный, внутренний опыт. Бехтерева говорила не как верующая, а как человек, стоящий на границе, заглядывающий туда, куда мы все боимся смотреть. Несмотря на научную репутацию, Бехтерева позволяла себе размышлять о том, что сознание может быть отдельной формой энергии. Она называла его неуловимой субстанцией, которая может не исчезать после смерти. При этом она подчеркивала: это не наука, это личное ощущение. Но и его нельзя игнорировать. В интервью журналу «Наука и жизнь» Бехтерева заявила: «Я видела людей, в которых что-то остается даже после того, как они перестают быть живыми». Эта формулировка в устах ученого такого масштаба звучит не как поэтика, а как вызов. В одном из публичных выступлений она даже сказала: «Я бы не списывала душу со счетов. Пока мы не доказали, что ее нет, она возможна». Черниговская подчеркивает: Бехтерева никогда не говорила этого ради эффекта. Наоборот, она всегда была осторожной и взвешенной. Именно поэтому ее слова имеют особую ценность. Это не метафизика, это сомнение, подкрепленное десятилетиями наблюдений за мозгом и его загадками. Во время одной частной беседы Бехтерева поделилась, что иногда во сне видит четкие, слишком реальные образы ушедших людей. Она добавила: они приходят не как воспоминания, а как явление. Это нельзя объяснить только памятью. Черниговская позже призналась, что эта фраза не выходила у нее из головы неделями. Черниговская позже прокомментировала: если такой человек, как Наталья Петровна, позволила себе всерьез говорить о душе, я не имею права это игнорировать. Это стало для нее точкой внутреннего поворота, от полного научного скепсиса готовности признавать границы знания. Ведь если даже мозг Бехтеревой не дал ей ответа, возможно, ответа пока просто нет. Самое ценное в этих разговорах — честность. Бехтерева не искала сенсации, она не строила догмы. Она просто говорила то, что чувствовала как человек, посвятивший всю жизнь науке и видевший больше, чем любой другой исследователь мозга в нашей стране. Этот разговор между двумя женщинами науки стал больше, чем просто обменом мнениями. Это было прикосновение к главному вопросу человеческого бытия, что остается, когда исчезает тело. И ни одна из них не дала ответа. Но ни одна и не отвергла его возможность. Существует устойчивый миф, будто наука и вера — два противоположных полюса. Но история мировой науки доказывает обратное: величайшие умы не отвергали существование высшей силы. Более того, многие открыто признавали, чем больше они узнают о Вселенной, тем больше чувствуют присутствие чего-то необъяснимого. Альберт Эйнштейн, отец современной физики, неоднократно подчеркивал: чем больше я изучаю природу, тем больше восхищаюсь ее создателем. Хотя он не исповедовал конкретную религию, он верил в космический разум, универсальный порядок, лежащий в основе Вселенной. Он говорил: наука без религии хрома, религия без науки слепа.
Физик Макс Планк, Нобелевский лауреат и основоположник квантовой теории, утверждал, для верующего Бог стоит в начале, для физика — в конце всех исследований. Он не просто верил, он писал, что наука и вера не противоречат друг другу, а дополняют. По его словам, вера необходима и ученому, и священнику, иначе нельзя дышать в этом мире. Нильс Бор, один из создателей атомной модели, говорил: «Наша задача — не доказать, что Бога нет, а понять, как все устроено так, будто Он есть». Даже среди агностиков и скептиков всегда звучал голос осторожного уважения к тому, что выходит за рамки формул. Владимир Вернадский, русский ученый, основатель учения о ноосфере, вообще считал разум человека частью единой планетарной энергии. Он писал: «Мы не можем не признать существование разума, не сводимого к индивидуальной деятельности человека». Вернадский не был религиозен в традиционном смысле, но его мировоззрение было глубоко духовным. Эти примеры показывают, что высочайший уровень знаний не обязательно делает человека материалистом. Наоборот, чем ближе ученый к пониманию сути мироздания, тем острее он чувствует его непознаваемость. Это чувство приводит к тому, что многие ученые, даже не будучи верующими, избегают называть себя атеистами. Атеизм, как и религиозность, может быть догматичен. Настоящая наука строится на сомнении, но сомнение — это не отрицание, а вопрос. Как говорила Черниговская, если мы не можем что-то доказать, это не значит, что этого нет. Это значит, что пока мы не знаем, как доказать. На этом принципе стоит вся современная физика. Теория струн, многомерные пространства, гипотеза голографической Вселенной — все это находится на границе научного и философского. Ученые не отвергают эти идеи, потому что понимают, мир гораздо шире того, что мы способны описать. С этой точки зрения и понятие «Бог» может быть не религиозным, а метафизическим, как обозначение некоего исходного принципа, от которого все исходит. Это и есть то, о чем говорят Черниговская и Бехтерева: не путать веру с догмой. Не отвергать, потому что не укладывается в привычные схемы. Важно понимать, ученый, признающий возможность существования Бога или жизни после смерти, не теряет своей научной честности. Он сохраняет главный принцип — быть открытым к непознанному. И именно это отличает настоящего исследователя от идеолога. Когда Татьяна Черниговская говорит, что сознание может быть вне мозга, она не утверждает, она допускает. А это и есть научная добросовестность. Также и Наталья Бехтерева, она не говорила «Бог есть», но и не говорила «Его нет». Она говорила «Мы не знаем». Эта позиция мощнее любого слепого утверждения. Она оставляет место для открытий, для подлинного поиска, а не для навязанных ответов. И в этом заключается сила настоящей науки. Она не торопится с выводами, она готова жить в вопросе. Парадоксально, но именно наука, разрушившая сотни мифов, сегодня сама подошла к границе, где начинается мистика. Только теперь это не суеверие, а уважение к тайне. Тайне, которую, возможно, мы никогда не разгадаем, но обязаны изучать.